Путин пошел в отказ. Резкое заявление Кремля для Запада и ответ Германии, Финляндии, Москве, кто призывает идти на непопулярный шаг. Украина ударила по военной технике Североатлантического альянса. Заявление сторон генералы признали провал. Зеленский объявил о спецоперации в РФ, срочное совещание военных в столице и экстренное заседание Совбеза ООН. Китай диктует тон и дипломатия вкуса, как журналисты Поднебесной показали визит Трампа в Пекин и чем Си Цзиньпин накормил американского президента. С миру по нитке, Ермаку на залог. Первая ночь в улучшенной камере СИЗО. Почему молчит Зеленский? Ответ с Банковой. Поддержит ли экс-главу своего офиса? Ответ удивил. Масштабные протесты в столице, силовики стянуты в центр, как говорит с Трампом. Внезапный совет от Ангелы Меркель. Россиянок призвали активнее рожать, а пенсии украинцев слили в казино. Кто посмел? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Хочу сразу напомнить, что дата выпуска всегда указана на этом приветствии, на экране. И скажу, что сейчас в последнее время с алгоритмами YouTube происходят какие-то интересные вещи, поэтому если вы не видите мой выпуск с самого утра, ищите вручную, прописывайте в строке «Время Прядко» и всегда найдете выпуск. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Стенка на стенку. В Одессе вспыхнул жесткий конфликт между полицией и прохожими из-за мужчины, которого разыскивали как самовольно покинувшего воинскую часть. По данным полиции, во время попытки задержания в ситуацию вмешались жители города, люди начали блокировать служебную машину и, как заявляет полиция, мешать правоохранителям. В разгар конфликта один из молодых людей металлической цепью разбил полицейский автомобиль. Ситуация настолько обострилась, что на место срочно стянули дополнительные экипажи патрульной полиции, спецподразделения ТОР и следственно-оперативную группу. В настоящее время нескольких наиболее активных участников инцидента доставили в территориальное подразделение полиции для дачи объяснений. Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению правонарушения. По результатам проверки и сбора доказательных материалов событию будет дана правовая квалификация. С миру по нитке, Ермаку на залог. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел свою первую ночь в СИЗО после того, как накануне суд отправил его за решетку на 60 дней с возможностью внести залог в 140 миллионов гривен. Такова мера пресечения на время расследования одного из самых громких коррупционных дел страны за последнее время. Теперь Ермак собирает деньги для того, чтобы внести их как залог и выйти из СИЗО. За первый день этого сделать не удалось, а друзья и коллеги Ермака бросились собирать эти средства. Есть те, кто внес 8 миллионов гривен, а есть и те, кто всего 666 гривен. «Украинская правда», которая активно публикует детали дела, пленки Миндича и все, что связано с коррупцией во власти, уточняет, что 8 миллионов гривен внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Топанова. Она ранее работала юристом в международной юридической компании, связанной с Ермаком. Еще 6,5 миллиона гривен внес адвокат и бывший партнер объединения Сергей Свирыба. По данным УП, он и одногруппник Ермака. А 666 гривен залога за экс-главу ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан. Это информация на вечер 14 мая. Очевидно, что сбор продолжится сегодня, и уже сегодня Ермак сможет выйти на свободу. Адвокат же накануне заявил, что платежей, вероятно, намного больше и уже могла быть собрана половина необходимой суммы. Сам же адвокат оплатил улучшенную камеру в СИЗО для Ермака. Работа продолжается, много людей нам звонит. Есть маленькие суммы, мы никому не отказываем, есть и большие суммы, но проблемы существуют не только с людьми, есть проблемы с банками. Это довольно сложно. Сейчас система так работает, что осуществить такой платеж довольно трудно. Отмечу, что за эти дни Зеленский, как соратник, друг, президент и бывший начальник Ермака, никак публично не отреагировал на подозрения и тем более на арест экс-главы его офиса. В офисе же Зеленского бывшие подчиненные Ермака в интервью белорусскому YouTube-каналу «Зеркало» ответили, будет ли публичная поддержка со стороны Банковой. Там назвали Ермака субъектом, а также заявили, что у экс-главы офиса есть все возможности доказывать в суде свою правоту. Зеленский же уже принял, далее цитата, решение об их политической ответственности, а поэтому поддержки публичной не будет. Послушайте.
Это было бы странно. Смотрите, президент может оказывать поддержку армии, может оказывать поддержку военному производству, что он, собственно, и делает, может оказывать поддержку тем или иным социальным группам. И это правильно, потому что мы находимся в тяжелой ситуации – война. Но он не может оказывать поддержку тому или иному отдельному субъекту, в отношении которого есть те или иные процессуальные претензии. Украине и России понадобятся долгие годы для послевоенного восстановления. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Для Киева речь идет о разрушениях, для России – об экономике. Америка остается посредником, однако переговоры потеряли импульс. Украинцы чувствуют себя более уверенно благодаря своей позиции на поле боя. Они пережили зиму, а у россиян оптимизм из-за цен на нефть, говорит Рубио. В Госдепе США при этом уверяют, украинская линия фронта стала местом для войны нового поколения, дроны и роботизированные системы совершенствуются буквально каждую неделю, и это впечатляет США. Рубио также назвал украинскую армию одной из самых сильных и боеспособных в Европе, не только из-за западной помощи, но и благодаря колоссальному боевому опыту. При этом Рубио подчеркнул, Трамп считает войну безумием и хочет добиться ее дипломатического завершения. При этом Вашингтон заявил и об огромных потерях на фронте. Если посмотреть, русские теряют в 5 раз больше солдат, чем украинцы. Украина меньшая страна с меньшей армией, но сейчас вооруженные силы Украины – это, пожалуй, самые мощные и боеспособные вооруженные силы во всей Европе. И дело не только в помощи, которую они получили, но и в огромном боевом опыте. А в Европе тем временем споры и сигналы Путину. Там по-прежнему отвергают его идею назначить для переговоров с Москвой его приятеля Герхарда Шрёдера. Мерц ответил Путину после новых ударов по Украине. По его словам, российские атаки говорят совсем на другом языке, чем в разговоре о мире. Немецкий канцлер дал понять, что Европа не позволит Москве навязывать посредников. Цитирую. Заявление, которое прозвучало как весьма жесткий отказ от идеи Владимира Путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер мог бы стать посредником между Россией и Европой, Мерц подчеркнул. И, наконец, мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени, никто другой. В то же время и Путин пошел в отказ. Кремль заявляет, что европейцы не могут быть посредниками и находиться за столом переговоров. В Москве обвинили ЕС в участии в войне и посетовали на полное отсутствие тех, кто бы мог оказаться посредником. И Скорее является апологетом идеи нанесения скрупульного удара в России. Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится. Отмечу при этом, что в целом в Европе все громче расходятся позиции по вопросу переговоров с Москвой. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что говорить с Кремлем бессмысленно, пока Россия не прекратит войну и не согласится хотя бы на перемирие. А вот президент Финляндии Александр Стуб занял иную позицию. По его словам, Европе все равно придется напрямую контактировать с Москвой, если цель – закончить войну. А для этого необходимо пойти на непопулярный шаг. Послушайте. По словам Стуба, европейские переговоры с Россией могут начаться только тогда, когда Украина будет находиться в позиции силы. Президент отметил, что в настоящее время Киев имеет преимущество над Москвой как на поле боя, так и в других сферах. Речь не идет о том, легитимизируем ли мы войну или режим, но иногда просто приходится вести неудобные разговоры, чтобы закончить войну, заявил финский лидер. В Киеве ликвидируют последствия одной из самых массированных российских атак за последнее время. В украинской столице 15 мая объявлено днем траура по погибшим, которые оказались под завалами многоквартирного дома. Зеленский уверяет, в многоэтажку на левом берегу прилетела ракета Х-101, однако расследование все еще продолжается. Более полусотни жителей Киева пострадали, количество погибших на протяжении всего четверга увеличивалось по мере разбора завалов и может приблизиться к 2 десяткам. Часть жителей дома считалась пропавшей без вести. На Банковой дважды за предыдущий день намекнули, Россия должна быть готова к спецоперации украинских спецслужб и военных на ее территории. Зеленский созвал военных, чтобы обсудить форматы ответа на атаку России. В то же время Киев запросил и помощь. Речь об экстренном заседании Совбеза ООН. О его созыве заявили в МИД Украины. Цитирую.
Такой масштаб российского террора требует жесткой международной реакции, и я призываю все государства отреагировать. Я поручил всем нашим посольствам завтра приспустить флаги и открыть книги соболезнований. Кроме того, завтра утром мы пригласим иностранный дипломатический корпус всех иностранных послов в Киеве посетить одно из мест, где в результате российской атаки была полностью разрушена целая секция многоэтажного жилого дома. Китай диктует тон. В Пекине визит Дональда Трампа подают как дипломатическую победу Си Цзиньпина и знак того, что США больше не могут говорить с Китаем с позиции силы. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. После продолжительных переговоров китайские госсми заявляют, Белому дому пора отказаться от жесткого курса против Пекина. При этом тема Тайваня остается одной из главных. Си Цзиньпин, напомню, во время переговоров предупредил Трампа, поддержка острова может привести к конфликту между двумя странами. Тем не менее, местная пресса избегает прямой критики Трампа, власти КНР пытаются сохранить хрупкое перемирие после торговой войны. Местные комментаторы уже пишут, что Америка ослаблена конфликтами и внутренними проблемами, а Трамп сейчас нуждается в Китае больше, чем Китай в Трампе. Цитирую. Крупные государственные СМИ активно освещают визит, включающий 2 дня переговоров между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, как возможность для США принять правильный путь сосуществования двух стран. Под этим подразумевается, что администрация Трампа должна воздержаться от конфронтации с Пекином. По итогам встречи Пекин разрешил сотням американских мясокомбинатов снова поставлять говядину в КНР, а также согласовал закупку 200 самолетов Боинг. Кроме того, Трамп после переговоров пригласил Си Цзиньпина посетить США. Визит может пройти уже 24 сентября. Также Трамп и Си согласились, что появление у Ирана ядерного оружия недопустимо, а Ормузский пролив должен оставаться открытым и бесплатным для прохождения судов. Ну а после переговоров дипломатия вкуса. Медуза вместо Биг Мака. Си Цзиньпин устроил для Дональда Трампа большой государственный банкет. Меню стало отдельной частью дипломатии. Американского президента угощали лобстерами в томатном супе, говяжьими ребрышками, уткой по-пекински и лососем в горчичном соусе. На стол также подали блюда из медузы с огурцом, жареные булочки со свининой и десерт из лотоса с клейким рисом и с османтусом. Рейтер пишет, китайская сторона пыталась сочетать традиционную кухню с блюдами, которые могли бы понравиться Трампу, известному своей любовью к стейкам и фастфуду. Не пытаться угождать Трампу и говорить с ним без страха. С таким призывом выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она посоветовала европейским политикам не подстраиваться под президента США любой ценой, а искать с ним общий язык без иллюзий и без страха. Об этом пишет Deutsche Welle. По словам Меркель, даже в периоды хороших отношений с Вашингтоном она никогда не пыталась понравиться Трампу и не шла на лишние провокации. При этом экс-канцлер подчеркнула, недооценивать его опасно. Вот что она сказала. Любой, кто достиг подобных позиций, обладает невероятной властью, и именно поэтому к этому нужно относиться очень и очень серьезно. Шведские войска разгромлены, Украина ударила по технике НАТО. Еще одна громкая тема последних суток. Западные военные оказались не готовы к войне дронов. Все это результаты учений НАТО в Швеции с участием украинских операторов БПЛА. Как пишет Associated Press, маневры проходили на острове Готланд. По легенде учений, местная армия столкнулась с диверсиями и перебоями электричества, а также с нехваткой продовольствия на фоне возможной атаки условного противника. Роль агрессора получили украинские пилоты дронов. Они показали тактику, которую используют против российской армии в реальной войне, и нанесли удар, конечно же, учебный. При этом генералы признали провал. После учений командующий армией Швеции Михаэль Классен признал, странам НАТО нужно как можно быстрее учиться современной войне дронов именно у Украины. А один из украинских военных рассказал, что шведским подразделениям пришлось срочно менять тактику. Цитирую. «Они трижды останавливали учения, чтобы военные могли понять, что можно сделать лучше, но в реальной ситуации они были бы уже мертвы», сообщил украинский оператор дрона с позывным «Тарик». Горящие баррикады, перекрытые дороги и сотни протестующих. Силовики стянуты в центр столицы к местам беспорядков. На Кубе бунт из-за темноты. В Гаване прошли крупнейшие протесты с начала энергетического кризиса. Рейтер пишет, люди вышли на улицы из-за постоянных отключений света. Они перекрывали дороги горящим мусором, стучали в кастрюли и скандировали «Включите свет!».
В некоторых районах электричество возвращали прямо во время протестов. После этого люди аплодировали и расходились. Полиции было много, но силовики в основном не вмешивались. Министр энергетики Кубы заявил, у страны полностью закончились дизель и мазут, а энергосистема находится в критическом состоянии. На острове теперь опасаются, что энергокризис может перерасти в новый политический взрыв. Мы требуем права на электричество. Мы уже более 40 часов без света. Я живу в районе, где много пожилых людей. Многие из них прикованы к постели. Здесь много детей. Продукты портятся в холодильниках, а той еды, которую вообще удается достать, и так немного. Ситуация в стране всем хорошо известна, и именно это подтолкнуло нас выйти на улицу в надежде, что хотя бы после наших протестов и стука кастрюлями нам дадут хотя бы 3 часа электричества. Напомню, после возвращения Трампа в Белый дом США усилили давление на Кубу и фактически заблокировали поставки топлива морем. Это привело к масштабным отключениям света на острове. Сам Трамп ранее говорил, что у кубинских властей, цитирую, «большие проблемы» и даже упоминал о якобы дружественном поглощении острова. Россиянкам снова напомнили, стране нужны дети. Власти требуют срочно повышать рождаемость ради выполнения демографических целей, поставленных Путиным. Министр труда Антон Котяков заявил, ситуацию нужно кардинально менять уже сейчас. При этом рождаемость в России падает 10-й год подряд. По оценкам демографов, в прошлом году в стране родились меньше 1 миллиона 180 тысяч детей. Это ниже показателей даже кризисных 90-х. И вопреки призывам Путина рожать по 8 детей и возвращаться к традициям многодетности Древней Руси, сокращается также число семей с 3 и более детьми, а с весны прошлого года российские власти еще и засекретили часть демографической статистики, перестали публиковать данные о рождаемости, смертности и общей численности населения. Но планы у чиновников амбициозные. Пенсии украинцев проиграли в казино. На Закарпатье начальница почтового отделения спустила 170 тысяч гривен, почти 4000 долларов, предназначенных для пенсионеров, и попала под суд. В приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области сообщаются подробности дела. Женщина потянула из инкассаторского мешка, в котором было 666 тысяч гривен, часть денег и пустила их на онлайн-игры. Подсудимая призналась, что страдает лудоманией. По ее словам, после крупного проигрыша она решила взять деньги из кассы, рассчитывая быстро занять нужную сумму и вернуть все на следующий день. Но не успела. За ней пришла полиция. Суд учел ее раскаяние, отсутствие судимостей, наличие 2 детей и тот факт, что ущерб был полностью возмещен. В итоге вместо лишения свободы женщине назначили пробационный надзор. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Если не сложно, оставьте свой лайк, комментарий и сделайте репост этого видео. И до встречи уже завтра.